Привет, друзья! Сегодня мы поговорим про грамм-пластинки, про проигрыватели этих пластинок, про головки к этим проигрывателям, про корректоры и про тестовые диски и тестовые измерения грамм-записи. На примере моей коллекции грамм-пластинок, моего Торренса, корректора Николая Сухова, головок ортофон и тестовых дисков тоже ортофон. Просто потому, что это лучшее из того, что я знаю. В этой серии видео я расскажу о нескольких проигрывателях, о разных пластинках, в частности, которые есть у меня, о корректорах нескольких, о головках нескольких. И собираюсь сделать коллекцию гравов с пластинок, выложить их в сеть отдельно, где-то в облаке, для того, чтобы вы получили этот сигнал у себя и могли оценить, допустим, качество той или иной головки, того или иного корректора. Может быть, даже той или иной печати какой-то пластинки известной, хотя у меня разных версий печати как бы и нет. Хотел бы услышать ваше мнение на этот счет, насколько вам это интересно. Этим видео я хотел бы вызвать вас на дискуссию с тем, чтобы мы обсудили эту тему, которая может оказаться многим интересным. Потом возврат к этой моде винила помогает в этом деле, разогревает интерес у более молодых людей. Я бы хотел сказать, что винил являлся в ту пору, до появления CD, например, самым прямым путем из студии звукозаписи в комнату аудиолюбителя, чтобы доставить к нему музыкальную информацию. Потому что любые преобразования могут только привести к потере информации или к ее искажению, к появлению искажений, которых не было в оригинальном сигнале. То есть наиболее аутентично нам тогда можно было получить музыку домой только с помощью пластинки. Мы ее переписывали на магнитофон и слушали на нем, потому что пластинку много раз слушать было нехорошо, потому что она при этом теряла свое качество. Вот у винила есть негативных моментов целая куча. Вот один из них – это потеря качества с количеством проигрываний. Это происходит по причине того, что иголка стачивает тот какой-то слой, края дорожки, на которых она работает. Об этом тоже много есть видео. Потеря информации винилом происходит в основном начиная с высоких частот и от количества проигрывания зависит. Где-то есть такие закономерности, можно найти, но не суть. Суть в том, что от числа проигрываний сильно зависело качество звучания с пластинки, поэтому мы относились к пластинкам бережно. И забегая вперед, вспоминая разные виды картриджей, скажу, что у меня, например, первый проигрыватель был некий аккорд с пьезоголовкой, невероятно тяжелым подвесом, который портил пластинки, поэтому мои более удачливые друзья с более солидными проигрывателями пластинок мне для записи домой не давали. Вот. Но это забегая вперед, о картриджах мы еще поговорим, а о пластинках. Итак, количество проигрываний негативно сказывалось на качестве пластинки, также непрерывное тыканье в поисках необходимой композиции приводило к появлению борозды запилов, которые тоже были слышны на слух, во-первых. А во-вторых, это еще один негативный момент винила, то что найти на нем какую-то информацию было прям не очень просто. Это сейчас постучал по уху, по Bluetooth приемнику и нашел нужную композицию или голосом вообще даже сказал, что ты хочешь послушать, и моментально музыка зазвучит. А тогда это приводило к таким неприятным манипуляциям, которые еще и портили пластинку, ко всему прочему занимали время. Ну и потом звучание около 15 минут одной стороны пластинки приводило к тому, что аудиолюбитель вынужден был вскакивать, переворачивать пластинку или ставить другую. Это из негативных аспектов винила. Ну, технических негативных аспектов у него было еще больше у винила. То есть это и ограниченный диапазон частот, и довольно неравномерно в современном представлении диапазон частот. Огромный коэффициент гармонических искажений. Разделение между каналами не более 20, по-моему, дБ. То есть это большая цифра, в принципе, но учитывая, что даже паршивый CD имеет стопроцентное разделение между каналов, это, конечно, определенная потеря. Но есть позитивные моменты. Во-первых, это культ был, просто культ. Просто когда берешь пластинку в руки,
для того, чтобы послушать музыку, ты вспоминаешь все, что на этой пластинке, все, что связано у тебя с этой пластинкой, с этим звучанием. Если ты берешь новую пластинку, которая только появилась, предположим, а тогда пластинки появлялись чуть не каждый месяц от любимых групп наших, приходили какие-то новые пластинки, мы ждали новых концертов, и ты в предвкушении ставишь ее на проигрыватель, думаешь об этой, допустим, группе, о тех знаниях, которых ты получил об этом концерте вперед, до его появления у тебя дома. То есть это культ, целый культ, понимаете, был. Вот. Ну а с технической точки зрения это непрерывный поток. То есть любой цифровой поток, будь то какой-то жестокий хай-рез, он все равно является неким прерывистым, а аналоговая запись является непрерывной. Насколько это важно? Ну, каждый пускай решает сам, но я просто информирую вас об этом. Это непрерывная запись, аналоговая. Потом, правда, появились с цифровой обработкой виниловые пластинки. Они звучали, кстати, классно. Ну, в принципе, и CD тоже классно звучало, и сейчас хай-рез классно звучит. Все классно звучит, сообразно как бы обстоятельства. Но тогда это был для нас максимальное качество, носитель максимального качества. Поэтому он был, собственно, нам ценен. Каждый из нас имел какую-то коллекцию пластинок. Я имел их немного, там 10, по-моему, не более, потому что, во-первых, они были наиболее свежими на ту пору, во-вторых, исключительно той музыки, которую я хотел иметь дома. Ну и в основном, конечно, музыку, опять же, мы держали на бобинах. Поэтому это было не обязательно иметь огромная коллекция. За рубежом, насколько я понимаю, у людей пластинок было больше, они каким-то образом коллекционировались в огромном количестве. Но это не так важно. Просто сейчас я к чему это говорю. Каждый из нас имеет некую коллекцию, пусть это будет где-то в облаке, допустим, у вас коллекция той музыки, которую вы хотели бы сберечь для себя. На виниле это тоже некое количество информации, некое количество концертов, которые для вас ценны. Я вам просто покажу то, что я для себя насобирал и могу вам показать. Каждый из нас имел какой-то ограниченный набор этих самых пластинок. Обычно это были самые любимые альбомы, которые к нам попали. Ну, у более состоятельных людей пластинок, допустим, было больше, но, честно говоря, это никак не отражалось на нашей любви к музыке, мы как-то менялись этими пластинками и так далее. Сейчас, конечно, все стало проще, и пластинок можно иметь сколько угодно, они стоят весьма умеренных денег. Вот. Я хотел вам показать просто свою коллекцию, может быть, многие знают сайт такой Discogs, в котором можно располагать свои коллекции, можно ими меняться, торговать и так далее. Поэтому я вам покажу просто, что есть у меня. Вот, например, по жанрам, то, что я имею, это классики 39 пластинок, джаза 6, ну, вот, например, джаз 6 пластинок, вот так вот у меня выглядит. Ну, вот, есть Чеслова Немана несколько пластинок, к сожалению, нет любимой, это идея фикс. Как-то так получилось. Много венгерских пластинок, только Омега и Локомотив, только они мне очень нравились в свое время. И я как бы сейчас в современной жизни насобирал то, что любил когда-то тогда в юности. Не знаю, почему мы запали тогда целой компанией на эту группу, на эти группы. Ну вот таким вот образом примерно выглядит коллекция. Это мне привезли пластинки просто из прошлой жизни, из Киева, поэтому у меня их сейчас значительно больше, чем было раньше. Таким вот образом, каждый имеет свой набор какой-то пластинок. Поделитесь, расскажите, какое у вас к этому отношение. Ну, что касается винила, я хотел бы сказать, что все-таки я различаю винил олдскульный, то есть тех лет, и винил новодел, который делается сейчас. Не знаю почему, но мне кажется, что новодельный винил штампуют из чего попало, то есть чуть ли не с MP3 заливают, потому что я насобирал себе пластинок тех, которые мне нравились в те годы, ну, тех же альбомов, в смысле, но более современных изданий. И что-то мне так подсказывает, что это реально вот из MP3 налито. Все. И это плохо. Это плохо, это говорит о том, что чтобы окунуться и прочувствовать, реально прочувствовать эту тему, нужно приобретать пластинки тех лет. Они могут стоить значительно дороже. Ну, например, тот же Pink Floyd, You Are Here, тех лет изданий.
и современные прессы, которые нагнаны опять же из чего попало, то есть могут стоить разных денег. Современные пластинки стоят, ну, новые, запечатанные, там 10-20 евро, допустим, но есть более дорогие, но в принципе реально купить близкие к минту пластинки весьма задешево, скажем так. Это что касается самих пластинок. Целесообразность их приобретения – это тоже дело выбора каждого. И тоже хотел бы послушать, что вы скажете, что вы напишете, обсудим. Пару слов о проигрывателях. Проигрыватели различаются способом передачи движения от электродвигателя к диску. Они были, по крайней мере, в той жизни роликовые, пасековые, потом появились прямые приводы. Сейчас есть еще какие-то экзотичные виды передачи этого движения. И все приводится к тому, чтобы сделать это движение наиболее равномерным. А это движение, к сожалению, не такое же и равномерное. Основная проблема хай-эндного звуковоспроизведения проигрывателей сейчас, по крайней мере, это WAV-флаттер, который обусловлен эксцентриситетом отверстия, которое есть в каждой пластинке. На него есть стандарт, это 0,2 мм, а на допуск на диаметр этого отверстия 0,09 мм. И соблюсти вот эту величину невероятно тяжело, поэтому вся погоня за коэффициентом детонации движения, которое имеет этот проигрыватель, еще не выгоняет качество на необходимый уровень. Сухов, кстати, собирался сделать какую-то очередную бимбу, как он говорит, это компенсатор вот этого самого WAV-флаттера на базе гироскопа. То есть это какое-то новое поколение компенсаторов, которое должно привести к более равномерному движению пластинки. Но, честно сказать, вот у меня был самый первый проигрыватель, это Аккорд Стерео, который стоил 100 рублей на ту пору. Ну, между прочим, 100 рублей на ту пору это была примерно месячная зарплата, но вот я работал старшим техником в НИИ, и у меня было сначала 80, потом 100 рублей зарплата. То есть месячная зарплата за проигрыватель невероятно плохого качества с пьезоголовкой, то есть все неприятности, которые только могли. И коэффициент детонации у него был какой-то чудовищный, там, не знаю, я не помню сейчас, но он был очень большой. Но я был счастлив, да. Я слышал любимую музыку, когда хотел, как хотел, и это было невероятно приятно. Но мы же говорим о том, как надо, и о том, что можно сейчас. Сейчас-то все стоит вообще копейки. Вот этот Торренс, например, который у меня, кстати, вот к нему и хотел я привести. То есть у меня вот этот Торренс. Я о нем тогда слышал в те годы, но мог только мечтать. Сейчас вот он, пожалуйста, доступно, бери, не хочу. Нет, есть проигрыватели какие-то экстраординарные, например, я здесь встречал в Германии проигрыватель, наверное, лучший в мире. Он весит около 140 килограмм, и тоже там все сделано для того, чтобы понизить коэффициент детонации, естественно, минимизировать рокот, который возникает при движении подвижной части, и даже от стен, от всего чего угодно рокот передается, даже в ладоши хлопнуло, здесь должно, по идее, что-то отработать. Но у меня здесь не будет особенно отрабатывать. Пожалуйста, вот вам рокот, вы видите, да, то есть здесь я потом сделаю граб какой-то, вам еще что-нибудь покажу здесь. Просто это объясняю процессы, которые происходят. Вот с этим происходит борьба. Да, так тот человек, Свен его зовут, я к нему написал, говорю, слушай, я тоже хочу, у меня времени много, давай я тоже займусь, я буду пилить здесь у себя в хобби Келлер, в подвале такой проигрыватель. Он рассмеялся, сказал, что нет, что это невозможно и невероятно дорого. Что ж дорого, я спрашиваю, что это такого дорогого? Подумаешь, железки какие-то. Думаю, сварю каркас, там, ТРП. Нет, он говорит, там сейчас то ли 18, по-моему, подшипников. Вот в этой системе, что я вам на фото здесь подложу, обязательно покажу. Каждый из них стоит что-то там за 3000 евро. Я говорю, у нас в Украине есть завод Южмаш, на нем космические корабли делают. Сказал, что ничего не знает про завод Мехмаш, но эти подшипники ему делали на каком-то тоже
на ответственном производстве, и это официально практически невозможно, это как-то неофициально, за особые заслуги и все такое. То есть речь идет об эксклюзивности этого изделия. Человек-инженер, он сам рассчитал это все, выглядит это невероятно красиво и классно. Может быть, если получится, он приглашал меня в гости, я к нему съезжу, запишу оттуда репортаж, но он будет носить, знаете, такое какое-то диковинка, то есть практического смысла не имеет. Но вот это и есть high-end, то есть максимально возможное по техническим средствам на сегодняшний момент изделия. Вот, максимально, то есть круче уже только, не знаю. Ну хотя вот делают, в воде плавает или в жидкости, диск тоже есть такие. Есть бесконтактные, допустим. Эти совсем идеальные, конечно, но пластинка все равно будет зашламливаться со временем, и этот бесконтактный головка, которая снимает, она тоже будет иметь какие-то потери, скорее всего. Ну, не будем тебя грустным. Теперь пару слов о корректорах. Почему я решил об этом заговорить? Потому что я недавно беседовал со своим приятелем, продвинутым в этом плане человеком, который в те годы любил грамзапись, сейчас к ней вернулся спустя несколько витков его заинтересованностью в аудио, он опять вернулся и построил себе какой-то дома виниловый тракт. Он не понимает смысла этого корректора. Он полагает, что это нечто дополнительное, без которого, в принципе, можно обойтись. Так вот, я для этого специально хотел бы сказать, объяснить, в чем дело. То есть это невозможно. То есть пластинка пишется с предискажением, то есть с изменением АЧХ в частности, которое необходимо компенсировать при воспроизведении, не иначе. Но это похоже, если в магнитной записи существует предискажение для записи, усилители записи, то в усилителе воспроизведения будут зеркальное предискажение для того, чтобы вернуть сигнал к первоначальному виду. В идеале должна получиться линейная АЧХ во всем заявленном, по крайней мере, диапазоне частот. Что невероятно тяжело с этими механическими преобразованиями там, из магнитной ленты в головку, в предусилитель, который все это дело искажает, и чтобы получить потом хорошие параметры, это было невероятно тяжело. Собственно говоря, для магнитной записи вообще невозможно. А для винилового тракта это, в общем, тоже весьма условно, там плюс-минус там пара децибел, это считается нормальным, ну, в обычных таких трактах. То есть я хочу сказать, что корректор абсолютно необходимая вещь, которая должна усилить сигнал с головки проигрывателя, который очень маленькой амплитуды, усилить, во-первых, очень на большую величину, а во-вторых, еще и внести вот это предискажение, и которое не просто является фильтром, там, допустим, низких частот. Нет, там 3 тау, 3 постоянных времени соблюдается, то есть 3 фильтра одновременно должно участвовать, то есть грубо 2 фильтра. Низких частот 1 фильтр, высоких частот это вот для кривой РИА, можно ее так буду называть, это R, I, AA, РИА, мы так называли, я и сейчас по привычке так говорю. До этого были еще дека, DIN, CC, IR, еще какие-то куча стандартов. Потом в 1953 году они пришли к этой РИА, это Record Industry Association of America. Потом в 1978 году ее еще усовершенствовали, когда появились проигрыватели с более широким диапазоном частот, то ее пришлось расширить в диапазоне ниже 30 Гц, допустим. И в итоге сейчас, на данный момент, короче говоря, Сухов, вот тот корректор Сухова, который я, собственно, собираюсь, который обсуждать, но не сейчас прямо, но вот я хотел его показать. Это я его собрал для одного человека, заодно собираюсь на нем показывать вам какие-то свои, ну, иллюстрировать некоторые вещи, о которых я рассказываю. То у него этих самых 5 тау, 5 постоянных времени, 5 фильтров, собранных одновременно, а там нормируется и ниже 30 Гц и выше 20 кГц. И все это абсолютно необходимо для того, чтобы наиболее точно снять сигнал с этого механического преобразования с пластинки на иголку. Ну, сейчас кто-то наверняка скажет, какие 20 дБ, зачем это нужно.
Нужно, это научная штука, то есть это полюс Ноймана сверху и снижающий уровень рокота 7950, по-моему, миллисекунд фильтр снизу. Вот просто давайте я вам возьму пластинку, любую, так называемую, любую пластинку. Ну вот, кстати, о процедуре, о которой я говорил, как брать пластинку. Никогда мы не брали ее руками вот так вот, как-то вот так вот. Я видел как-то в одном видео, отвратительно совершенно. Дело в том, что это оставляет некий жирный след, к которому потом прибывается пыль, которую потом вообще невозможно вычистить. Таким образом, взяв вот так вот пластинку пальцами, вы бы потом отдал его кому-то, допустим, человек бы должен был слушать ширканье, которое возникнет с этим делом. Да, давайте. Что я хотел показать? Вот это вот АЧХ. Ну, во-первых, о помехозащищенности. Смотрите, сейчас здесь заземлена точка, заземлен предусилитель. Вот я снимаю это заземление, и вы видите, какой шум стал сейчас. Можете проверить, ну, посмотреть, зафиксировать это в своей памяти. Потому что эта техника требует серьезного отношения к помехозащищенности, в отличие, допустим, от тривиальной цифровой сейчас техники, там где этих проблем вообще никаких нет. Итак, мы говорили о том, зачем нужно выше. Я специально сделал здесь до 48 кГц, грубо, для того, чтобы вам это продемонстрировать. Вот включаем весь этот гаммус. Вот шум пластинки. Вот 20 кГц. Я надеюсь, иллюстрация понятна, то есть сигнал есть значительно выше 20 кГц. И это, кстати, в пику CD формату, у которого выше 20 кГц нет ничего, оно обрезается по теореме Котельников, да, вы помните, там 44 кГц 16 бит, так вот частота воспроизведения возможно вдвое меньше, то есть около 21 кГц в итоге получается практически. Вот здесь же сигнал есть выше. Конечно, никакой инструмент не звучит так высоко, но это нужно для отработки фронтов. Ну и кроме того, здесь на виниле это продукт искажения, то есть это гармоники, проще говоря. Но тем не менее оно там есть. Так вот, чтобы это дело нормировать, введено этот полюс Ноймана и компенсатор Сухова. Корректор Сухова имеет этот компенсатор в этом диапазоне частот тоже. На данный момент у меня есть в планах тестирование 3 корректоров, для того, чтобы вам продемонстрировать. Возможно, вы услышите разницу. Возможно, вам понравится объективно худший корректор. То есть такое тоже может быть. Но я предложил бы следовать логике и здравому смыслу. То есть если технически корректор лучше и вообще любое изделие, то нужно это принять. Потому что с техникой не поспоришь. Можно потратить годы на отслушивание, но потом оно стрельнет, какой-то негативный момент. Но вообще в корректорах все проще. Там есть определенный набор параметров, которыми он характеризуется. Вот. Мы потом поговорим об этом детально, но пока я представлю просто эти корректоры. Во-первых, это Pioneer, который у меня здесь есть. Это модель SX202R. В нем есть встроенный фонокорректор. И я сделаю граб музыки, вы послушаете, как он работает. Потом будет корректор Сухова, вот этот самый, который вот я вам показал здесь. И корректор некий, который еще один. Я его называю Самод. Просто так, чтобы как-то его назвать. Саша, привет. Тоже талантливого конструктора, допустим, он принципиально отличается и от одного, и от другого. Вообще о корректорах надо сказать, что в те годы с корректорами
таких проблем, как сейчас, не было. Сейчас просто изобилие техники, изобилие идей, схемотехнических идей. Вот Суховская, например, это последняя идея. И суховский корректор вообще славен тем, что у него введена апериодическая коррекция. И, во-вторых, это использованы самые современные малошумящие транзисторы, которые появились там чуть ли не год назад всего лишь. То есть тогда и рядом ничего не было доступного. Тогда была, например, микросхема 548UN1, которая обладала, если я не ошибаюсь, 53 дБ, у нее было отношение сигнал-шум. Ну, у суховского корректора, допустим, эта цифра 85 дБ. Вот, с подключенной головкой, не короткозамкнутой. То есть это другой порядок, это вообще планета другая. Вот. Зачем это нужно, если у пластинки все равно там динамический диапазон сильно скромнее за счет вот этого самого фона, который вот вы сейчас, кстати, видите. Вот этот вот фон, вот он и определяет шумовые качества усилителя, тракта вообще. То есть вот здесь вот в уровне, это минус 90 дБ, это условно все, то есть потому что я же не тарировал здесь точно по уровню, просто максимальный уровень будет там минус 42 дБ, я не знаю, то есть такой вот небольшой. Вот. Так вот, мы тогда были счастливы от этого. Потом начали появляться, особенно в журнале «Радио», разные корректоры, разные талантливые люди публиковали свои идеи, как можно этот корректор реализовать. То есть корректор состоит из любого усилителя, некого усилителя, который должен усилить сигнал на 40 дБ, и при этом с вот этими 3 тау, допустим, 3 фильтрами, грубо. Сейчас у Сухого вот 5 фильтров, допустим. Допустим, стандарт 3А78 содержит 4 фильтра. У Сухого 5, вот полюс Ноймана, вот этот самый добавлен. 40 дБ и сигнал очень маленького уровня, допустим, 5 милливольт, такое типовое значение. Это 5 милливольт, это значит, что вот эти вот шумы, вот еще раз я покажу, я снимаю заземление просто. Это вот без заземления. Вот это вот заземление. Это правый и левый канал, можно понять. Разница просто порядковая какая-то. То есть 5 милливольт это очень маленький уровень сигнала. То есть надо усилить на 40 дБ с вот этими всеми тау. И фильтры, вот эти 3 фильтра, включаются в обратную связь. Или распределенная коррекция бывает, или она может быть пассивная, она может быть активная, она может какая угодно. То есть, в принципе, это бесконечное поле для экспериментов. И кроме того, еще и адаптация к картриджу, к головке. У головки разные параметры, разная индуктивность в частности. И под нее, соответственно, нужно как-то или адаптироваться, или делать динамическое адаптирование, или статическое с переключателями. То есть Сухов это дело решил апериодическая коррекция. Что это такое? Сейчас я не буду рассказывать, это можно почитать у него в статьях или еще где-нибудь. То есть это не военная тайна какая-то, просто он все это свел в одном устройстве, и оно, на мой взгляд, сейчас является лучшим в мире. То есть, например, ламповые корректоры невероятно популярны среди любителей хай-энда, такого доморощенного хай-энда, потому что всерьез это рассматривать нельзя. Ламповые корректоры, они имеют параметры максимум шумовые, допустим, насколько я знаю, минус 78 дБ. Повторю, Сухого минус 85 дБ. Тут за полдецибела идет борьба такая, они на жизнь, на смерть, и тратятся там тысячи, десятки тысяч долларов в сетапе для получения, добывания этих цифр. А тут вот такая вот разница. Но это потому, что лампа, у нее свои преимущества замечательные, но вот в этой технике она, к сожалению, теряет много, уступает. Корректор Сухого я вам покажу. Фотографию здесь приложу, но это не имеет такого принципиального значения. Схему я показать не могу, потому что это интеллектуальная собственность его. Равно как и самод. Самод я могу показать внешний вид. Я приложу сюда фотографию этого усилителя внешний вид. Что касается Пионера 202, это опубликована схема, тоже я ее покажу. В общем, ничего в ней такого нет. Микросхемка там использована, в общем-то, копеечная, тоже я ее покажу.
И, кстати, КР, вот эта самая 548 советская микросхема, которая использовалась в многих корректорах, она стоила, ну, тоже каких-то, допустим, копеек буквально. А вот это, что в ПИО стоит, она стоит, по-моему, 20 центов. Вот это вот вся белиберда. Ну, и обвязка немножко стоит. То есть стоимость их незначительна. Суховский корректор стоит, ну, не знаю, вот сейчас Сухов его предлагает, я его предлагаю за 200 евро, но на самом деле конкурент, сейчас, если найду где-то ссылку, покажу, который имеет близкие параметры, но не опережает Суховский, он стоит там 20 тысяч евро, предположим. Еще раз, речь идет о стоимости решения, которое позволит просто выровнять характеристику для того, чтобы подать ее на остальной трак, на, собственно, сетап. И вот в этом есть, собственно, интерес. Это творческая такая штука, знаете, это как букет цветов. Его можно по-разному расставить. Ну, икебан такой, знаете. Теперь несколько слов о головках, которые используются в проигрывателях. Ну, самые старинные были граммофонные, мы не говорить не будем. Потом появились вот эти вот, которые у меня была в проигрывателе аккорд стерео. Пьезоголовки, имеющие отвратительно совершенно, ну, в сегодняшнем представлении параметры. Тогда это было, во-первых, едва ли не единственное решение, во-первых, но, во-вторых, наверняка единственное по доступности. Ну, для меня, для студентов в ту пору, в частности. Вот. Вообще головки бывают moving магнит, то есть подвижный магнит, некий moving coil, подвижная катушка. Ну, вот, пьезо я не буду говорить, и, возможно, какие-то более экзотичные виды головок, о которых мы сейчас говорить не будем. У всех этих головок для проигрывателей винила есть одна очень неприятная особенность. Они тоже со временем теряют свои свойства и качества. Их надо менять аккурат, ну, как утверждают специалисты, раз в 5 лет, предположим, раз в 1000 часов. У некоторых пробег еще ниже. Причем, чем дороже головка, чем она как-то более заточена под качество, у нее ресурс еще меньше. Ну, как всего, собственно говоря. Поэтому нужно быть готовым к тому, что приобретя какую-то головку, нужно быть готовым спустя время ее менять. Это стоит денег и, в общем-то, немалых. Я намерен показать сделать тестовые записи и выложить файлы где-то в облаке с родной головки Artofon, которая у меня здесь есть, серии OM, и головок, которые мне предоставила компания Artofon для этих тестов. Впрочем, надо посмотреть, я получил посылку для этого теста от Artofon, надо посмотреть, что, собственно, они мне прислали. Ага, тут две тестовых пластинки. Видимо, на одной я буду готовить это тесто, на второй, нулевый, его запишу. А где же головки? Вот, это MC головка. MC Quintet Red. Я ее покажу позже. Вот и MM головка. 2M Red. Думаю, больше тут ничего нет. Давайте рассмотрим параметры головок на сайте Artofon. О использованных головках я буду более подробно говорить в следующих выпусках. Надеюсь, они будут, если вы проявите к этому интерес, я буду грабить, допустим, какие-то виниловые пластинки, выкладывать файлы с помощью той, другой, третьей головки, одну и ту же пластинку, для того, чтобы вы могли понять, оно на вашем уровне как бы имеет какое-то значение, как разница в деньгах сказывается на качестве, и высказывайте, пожалуйста, свое мнение.
Итак, давайте бегло посмотрим на картриджи, которые представлены здесь на сайте Ortofon, те, которые я буду использовать. Мой старый картридж, который сейчас стоит в системе, относится к серии OM, однако эта модель уже не выпускается, поэтому я не смогу вам показать его параметры. Давайте рассмотрим картриджи, которые мне прислали для тестов. Это прежде всего с подвижным магнитом картридж серии 2M Red, непосредственно 2M Red, вот она, это линеечка. Здесь написано, что это картридж начального уровня из этой линейки, однако он обеспечивает невероятно точную передачу музыки. Выпускается в 4 модификациях для разных тонармов и разных назначений. Ну, мне прислали, естественно, версию, которая подойдет к моему торренсу. Очень хорошие слова сказаны здесь в адрес этого картриджа. Здесь в видео можно, кто любопытствует, посмотреть, какие они бывают, как работают, чем отличаются. Визуализированный ряд такой. Не буду на этом останавливаться, потому что в конечном итоге меня интересует то, что мне прислали. Вот уровень 5,5 милливольт, это как бы и немало. То есть это хорошо, то есть это обещает хорошие шумовые характеристики, большой динамический диапазон. Итак, на 1 кГц 1,5 дБ, видимо, это баланс канала, выходное напряжение 5,5 милливольт, как мы уже видели, разделение канала 22 дБ, что как бы много достаточно. Но на 15 кГц всего 15 дБ, что тоже соответствует классу этого картриджа. Вообще частотный диапазон оговорен как 20-20 с неравномерностью плюс 3, минус 1 дБ. И вы видите остальные характеристики, что меня еще интересует, это прижимная сила, которую следует выставить при установке этого картриджа. Рекомендовано 1,8 грамма необходимо установить, для чего я буду использовать специальные весы, которые у меня, слава богу, есть. Ну, вес картриджа и другие параметры, вот емкость. Рекомендована нагрузочная емкость, то есть предусилители вместе с кабелем, которые ведут к этому предусилителю, здесь написано. Вот такой вот картридж, вот такие вот к нему аксессуары, которые рекомендуют Ortofon. Далее давайте рассмотрим картридж, который мне прислали с подвижной катушкой. Это MC Quintet Red картридж. Где же его взять? Куда убежала? Сейчас. Момент. Вот MC Quintet Series. Смотрим здесь Moving Coil. MC Quintet Red перед нами. Написано, что это изумительная эксклюзивная вещь. Конечно, так оно и есть. Вообще я должен сказать, что касается цены на эти картриджи, до $300, евро имеет смысл рассматривать картриджи MM, конечно, с подвижным магнитом. А все, что выше $300, очевидно, относится к MC с подвижной катушкой. Но при этом к ним требуется предусилитель несколько иной, с большим коэффициентом усиления аж 60 дБ. И поэтому шумовые характеристики в конечном итоге у них, как правило, уступают картриджам, которые имеют подвижный магнит. Ну, давайте рассмотрим спецификацию. Выходное напряжение всего 0,5 милливольт. Вы помните, у того картриджа MM у него было 5,5, то есть в 10 раз. Поэтому я сказал, что там 40 дБ коэффициент усиления предусилителя, а у этого нужен 60. Разделение между каналом на 1 кГц это 21 дБ, а на 15 кГц даже хуже, чем у более дешевого MM картриджа, всего 14 дБ минимум гарантированно. Разбаланс частотной характеристики плюс-минус 2,5 дБ, что тоже, в принципе, вписывается в параметр того картриджа. Прижимная сила. Посмотрим, рекоменда 2,3 грамма, то есть больше, чем у того картриджа. Ну, остальные параметры вы видите, которые вас могли бы заинтересовать. Вот такие дела, дорогие друзья. Буду вам показывать прогресс, когда установлю один, другой картридж. Запишу тесты с ними, запишу с ними тестовое музыкальное видео для того, чтобы вам предоставить доступ к этим файлам. Выложу их на каком-нибудь облаке. Такие дела.
А теперь о том, какие бывают тестовые пластинки для того, чтобы тестировать этот тракт, состоящий из еще раз проигрыватель, головка, предусилитель, корректор. И, собственно, дальше тракт мы сейчас трогать не будем, мы говорим только о вот этих компонентах. Итак, тестовые пластинки я вам тоже покажу на примере того, что есть у меня, собственно говоря. Вот, например, немецкая пластинка 1975 года, на которой содержатся, во-первых, музыкальные треки, для того, чтобы можно было на них оценить звучание, и тесты. Короткий тест, специальный тест для настройки проигрывателя и длинный тест настройки стереосистемы. Такая вот пластинка, например. Они стоят недорого, но обычно в не очень хорошем качестве. Вот у меня Very Good Plus, это, считаю, мне повезло, но, в принципе, содержание этой пластинки мне показалось не очень конструктивным. Следующая пластинка тоже Deutsche Schlafplatten Berlin 1987 года. Это уже с учетом, запись произведена с учетом RIA 78, да, то есть это имеет значение. Здесь тоже в начале на первой стороне идет тестовая музыка, на которой описано, как мы должны услышать. Ну, в принципе, это конструктивно, да, но самое смешное во всей этой истории, что когда я искал по разным интернет-магазинам, живые магазины, я приходил и спрашивал тестовую запись, тестовую пластинку, все говорили, уверенно, что у них есть. Я говорил, дайте посмотреть, мне надо посмотреть, что там есть. И они мне доставили пластинки с какой-то музыкой, уверяя меня, что вот эта музыка, ну, просто тестовая, просто идеальная, что на ней можно тестировать. Нет, дорогие друзья. Тестовая пластинка – это пластинка, содержащая тестовые сигналы, на которых можно сразу однозначно увидеть какой-то эффект, предположим. В то время как на любой самой хорошей записи с музыкой можно потратить годы для того, чтобы отловить какой-то дефект, баг, там, не знаю, понимаете, вашей системы. А тестовая запись, вот давайте посмотрим. Вот здесь вот написано, что оно, ну, кстати, все очень просто работает, перевести на русский делаешь и все. Не очень, да. Ну, короче говоря, здесь контроль звучания, но мне эта пластинка тоже показалась недостаточно по содержанию. Достаточной пластинкой, на мой взгляд, оказалась пластинка Artophon. Она более современная, 2016 года. Она содержит, ну, например, свип-тон от 800 Гц до 50 кГц с неравномерностью 1,5 дБ в вот этом диапазоне частот. Пластинка дублирована с двух сторон, то есть одинаковая информация содержится с обоих сторон пластинки, для того, чтобы можно было на чистую послушать это меньше потерь было в тестовом сигнале. Вот правильно так я скажу. Это архиважно. Собственно, поэтому Artophon мне прислал именно две пластинки. Для того, чтобы я на одной, допустим, настраивал свою систему, а вторую использовал для записи тестов. И большое им спасибо за это. Хочу выразить благодарность, то, что они откликнулись, заинтересовались и доверили мне это дело. Вот как выглядит тестовая пластинка. Возможно, мы в процессе разберем детально, зачем нужны эти опции, эти пункты, но основная цель – это проверить тракт, сравнить разные картриджи и разные корректоры по, ну, проигрыватели в реале, это коэффициент детонации, да, пожалуй, проигрыватели тоже, просто у меня не будет возможности испытывать особо так проигрыватели, разве что если я договорюсь с местными аудиосалонами, буду по ним ходить и ставить эту пластинку, подключать свой компьютер и смотреть результат, выхлоп этого теста.
Может быть. Выразите, пожалуйста, свое мнение на этот счет. Вам оно надо, не надо. То есть, насколько вы заинтересованы в такой информации. Я бы сказал, что это может оказаться интересным не только любителям винила, но и просто аудиолюбителям. Как некая параллельная реальность в аудиоиндустрии, параллельная реальность в домашнем аудио. Не думаю, что я этими видео увлеку вас большое количество с собой в этот аудио-виниловый мир, но просто дать вам на него посмотреть, по-моему, это тоже уже довольно неплохо. Тем более, что в принципе это может быть довольно умеренно по деньгам на сегодняшний день, потому что вот проигрыватели стоят копейки, пластинки стоят копейки, корректоры стоят копейки или встроенные в множество техники. Такие дела, друзья мои.